Этот день начался, как и любой другой школьный день. Солнце показалось из-за горизонта, заливая теплым светом тихий городок Крествуд. Родители поспешили собрать своих детей, наскоро позавтракали и повесили рюкзаки на небольшие стулья. Для учеников 5 класса Крествудской начальной школы это было обычное утро. Некоторые из них ворчали по поводу домашней работы. Некоторые смеялись над вчерашней шуткой, а другие просто смотрели в окна школьного автобуса, наблюдая, как мимо проносятся знакомые дороги. Никто из них не знал, что всего через несколько часов их не станет, всех 27 детей. Один учитель исчез. Без предупреждения, без следов борьбы, без каких-либо улик. Учебный день начался нормально, все были на месте, начались уроки, но к обеду классная комната опустела. Стулья по-прежнему были аккуратно задвинуты под парты. Несколько пеналов стояли открытыми, а на одной из парт лежала незаконченная игра в крестики-нолики, но не было ни учеников, ни учителя, только тишина. Сначала люди подумали, что это может быть розыгрыш, плохо спланированная экскурсия, которая не была записана. Но по мере того, как минуты превращались в часы, а часы в дни, началась паника. Поисковые группы прочесали весь город. Над головой летали вертолеты. Водолазы обследовали близлежащие озера и реки. Стучались в каждую дверь. Проверялось каждое заброшенное здание. Проверялись все возможные зацепки. Но там ничего не было. Казалось, что весь класс исчез из виду. Родители были потрясены. Некоторые отказались уходить из школы, ожидая, надеясь, что их ребенок внезапно появится снова. Другие искали самостоятельно, отказываясь, но ответов не было. Со временем эта история исчезла из заголовков газет. Город стал местом, о котором шептались легенды, и вопросов, на которые не было ответов. Затем, 27 лет спустя, отчаявшаяся мать, которая никогда не прекращала поиски своего сына, заметила кое-что деталь, настолько незначительную, что ее так легко было не заметить, что ее не замечали почти 3 десятилетия. И вот тогда все изменилось. В течение 27 лет Маргарет Холлоуэй жила в круговороте горя, надежды и разочарования. Ее сын Дэниел был одним из 27 детей, пропавших в тот день. Ему было 10 лет, он был полон жизни, и его смех мог осветить всю комнату. Она все еще помнила то утро, когда он исчез. Как он забыл свою коробку с завтраком и побежал обратно в дом, чтобы забрать ее. Как он помахал ей, прежде чем сесть в автобус. Как она провела весь день, даже не подозревая, что видит его в последний раз. Ему. Прошедшие годы были суровыми. Город изменился, но Маргарет никогда. Некоторые родители пропавших детей покинули Красвуд, не в силах вынести болезненных воспоминаний. Другие остались, но научились жить с потерей, убеждая себя, что их дети ушли навсегда. Но Маргарет не могла сдаться. Она искала как одержимая, следуя каждой зацепке, какой бы нелепой она ни казалась. Некоторые называли ее помешанной, другие жалели ее, но ей было все равно. Ей нужны были ответы. И вот однажды поздно вечером, роясь в старой коробке с уликами, которые она собирала годами, она увидела это. Что-то такое незначительное, от чего так легко отмахнуться, но от этого у нее по спине пробежали мурашки. Это была школьная фотография, сделанная всего за несколько дней до исчезновения. Она видела ее сотни раз, но сейчас, при тусклом свете настольной лампы, она заметила то, на что раньше не обращала внимания. В дальнем правом углу снимка, почти вне кадра, была тень. Размытая, искаженная фигура, стоящая прямо за детьми. Ее руки дрожали, когда она поднесла фотографию ближе.
Это не было похоже на учителя или кого-то из персонала. Фигура. Фигура была какой-то неправильной. Слишком высокая, слишком худая. Лицо было нечетким, как будто размазанным. Но оно было там, наблюдало. У Маргарет перехватило дыхание. Как никто не заметил этого раньше? Она быстро просмотрела остальные предметы в коробке в поисках чего-нибудь, что могло бы иметь отношение к странной фигуре. И тут ее сердце остановилось. Рисунок. Простой детский набросок. Это было найдено в школьном столе Дэниела после его исчезновения. В то время она не придала этому значения, посчитав это просто еще одним из его рисунков. Но теперь это казалось чем-то гораздо большим. На снимке был изображен ряд детей, нарисованных неровными карандашными линиями. А за ними, как и на фотографии, маячила та же темная фигура. У Маргарет похолодели руки, она провела годы, гоняясь за призраками, заходя в тупики, умоляя власти возобновить расследование, но теперь, впервые почти за 3 десятилетия, она почувствовала что-то новое, зацепку. Ей нужно было знать, что это было, кто это был. Но она была не единственной, кто все еще наблюдал за происходящим. Сердце Маргарет бешено колотилось, когда она сжимала рисунок. Совпадение было невозможно проигнорировать. Видел ли Дэниел что-то перед тем, как исчезнуть? Пытался ли он рассказать ей? Она провела дрожащими пальцами по неровным очертаниям темной фигуры. Если эта штука, чем бы она ни была здесь до исчезновения детей, тогда, возможно, только возможно, это был ключ ко всему. Ей нужна была помощь. Она протянула к нему руку. Том Рен, детектив в отставке, который когда-то руководил расследованием дела о пропавшем классе. Он был единственным офицером, которому, казалось, было не все равно, единственным, кто относился к родителям с состраданием, а не с пустыми словами. Но после долгих лет безвыходных ситуаций даже он сдался. Когда позвонила Маргарет, его голос был тяжелым от усталости. «Вопрос, Маргарет. Прошло уже 27 лет», — он сказал. «Больше нечего искать». Она поколебалась, прежде чем заговорить. «Я кое-что нашла». Она сказала. «Что-то, что мы упустили». Последовало долгое молчание. Затем, наконец, он вздохнул. Не теряя времени даром, она вошла в его маленький захламленный дом и разложила старую фотографию и рисунок на кухонном столе. Том наклонился, поправляя очки. Его усталые глаза слегка расширились, когда он увидел темную фигуру. «Странно», — пробормотал он. «Я не помню, чтобы видела это раньше». Она наблюдала, как он переворачивает фотографию в поисках даты. Затем, почти рассеянно, он потянулся к стопке старых папок с делами на ближайшей полке. Он вытащил потрепанную папку и открыл ее, обнаружив несколько отчетов и свидетельских показаний, полученных в ходе первоначального расследования. Он быстро пролистал их, но затем его руки замерли. Фотография другого класса, другой группы детей, другой школы, а на заднем плане та же темная фигура. Маргарет почувствовала, как воздух покидает ее легкие. «Это невозможно». Том не ответил. Его лицо побледнело. Он медленно достал другие отчеты. Случаи пропажи детей за десятилетия до Крествуда. На каждой фотографии, едва заметная по краям, была изображена одна и та же фигура. «Это не просто Крествуд», – прошептал Том. Такое случалось и раньше. Пальцы Маргарет впились в стол. Тогда почему? Почему никто этого не заметил? «Никто этого не искал», – пробормотал он. До сих пор. Холодная дрожь пробежала у нее по спине. Это была не просто локальная трагедия. Это было что-то более древнее, глубокое. Что-то, что происходило дольше, чем кто-либо мог себе представить. Но почему?
Том просмотрел папки и остановился на старой газетной вырезке 1950-х годов. Он нахмурился. «Выжил только один», — пробормотал он. У Маргарет перехватило дыхание. «Кто?» Он развернул газету к ней. К статье прилагалось черно-белое изображение хрупкого на вид пожилого человека. «Генри Кэллоуэй», — прочитал Том вслух. Он был единственным ребенком, который вернулся. Пульс Маргарет участился. Если кто-то смог вернуться, он должен был что-то знать. «Где он сейчас?» Том сжал челюсти. Он сказал, что все еще в городе, но есть причина, по которой с ним никто не разговаривает. Генри Кэллоуэй жил на окраине Кресвуда, в обветшалом доме, спрятанном за разросшимися деревьями. Он был затворником, его редко видели в городе, но когда Маргарет и Том постучали в его дверь, он открыл почти сразу, как будто ждал их. Его глаза, затуманенные возрастом, скользнули по ним, прежде чем остановиться на фотографии в руках Маргарет. Фигура в тени. Маргарет сказала, что ты это видела. Лицо Генри потемнело. Тебе не следовало приходить сюда. Пожалуйста, умоляла она. Мне нужно знать, что произошло. На мгновение он заколебался. Затем с глубоким, усталым вздохом отступил в сторону и впустил их. Его дом был завален старыми газетными вырезками, рукописными заметками и выцветшими фотографиями, каждая из которых была связана с пропавшими детьми на протяжении многих лет. «Всего этого недостаточно», — наконец сказал Генри хриплым голосом. Маргарет сглотнула, но этого было достаточно, чтобы о них забыли. «Что это такое?» Генри покачал головой. «Не человек, не призрак. Все гораздо древнее. Оно ждет. Часы. И когда приходит время, это уводит их куда-то еще». «Куда?» «Том?» Выражение лица Генри было мрачным. «Никто не знает». Маргарет сжала кулаки. «Тогда как ты вернулся?» Впервые Генри выглядел по-настоящему испуганным. «Я никуда не уходил», — прошептал он. «Я спрятался. Я остался, пока остальные... Их забрали. Я не знаю где. Я не знаю почему, но я знаю это. Однажды отмеченный человек не забывается». В комнате воцарилась тяжелая тишина. Маргарет почувствовала тошноту. Ее сын был отмечен, как и все дети. Затем Генри сказал нечто, от чего у нее кровь застыла в жилах. «Это все еще здесь». Маргарет и Том обменялись взглядами. Воздух в комнате стал тяжелее, наполненный чем-то невидимым. Затем, словно по сигналу, свет замерцал, за окном мелькнула тень. У Маргарет перехватило дыхание. Том инстинктивно потянулся за пистолетом, но Генри только покачал головой. Пули его не остановят. Мысли Маргарет метались. Если то, что похитило Дэниела, все еще было где-то там, если оно наблюдало за нами все эти годы, продолжало ли оно охотиться?